Готовим торт на сковороде из простых и доступных ингредиентов без духовки. Начнем с приготовления теста. В миску отправляем 200 граммов сметаны, лучше всего жирностью 20-25%, и 100-120 граммов сахара. Все хорошо перемешиваем, чтобы сахар начал растворяться. Количество сахара регулируйте под свой вкус. Теперь добавим муку 320-350 граммов. Муку лучше просеять. И чайную ложку разрыхлителя, который перемешаем вместе с мукой. Если разрыхлителя нет, его можно заменить половиной чайной ложки соды. Сметаны здесь обычно хватает, чтобы сода хорошо сработала. Но если хотите перестраховаться, можно добавить чайную ложку лимонного сока или уксуса. Далее перемешиваем лопаткой до объединения всех ингредиентов. А когда масса станет более вязкой и мешать будет тяжело, продолжим вымешивать руками. Замешиваем мягкое и эластичное, но не забитое мукой тесто. Тесто для коржей можно замешивать не только руками, но и планетарным миксером. Это очень удобно и значительно экономит время. Если добавить слишком много муки, коржи могут получиться жесткими. Делим тесто на 6 частей, примерно по 100 граммов. Каждый кусочек теста слегка подкатываем руками, как шарик, чтобы придать ему аккуратную круглую форму. Таким образом, коржи будет проще и удобнее раскатывать ровно и одинаково. Теперь слегка присыпаем стол мукой и раскатываем тесто достаточно тонко, до нужного диаметра. С этим тестом легко работать, оно мягкое и очень легко раскатывается. Слегка подсыпаем муку, чтобы тесто не липло к скалке и рабочей поверхности. Вырезаем круг диаметром примерно 20 см и накалываем вилкой, чтобы коржи не вздувались на сковороде. Выпекать будем на сухой, хорошо разогретой сковороде. Можно совсем слегка смазать ее маслом, если переживаете, что прилипнет. Жарятся коржи очень быстро, примерно по 2 минуты с каждой стороны до легкого золотистого цвета. Так проделываем со всеми коржами. Обрезки собираем вместе. Из них мы сделаем еще один корж и крошку для украшения. Кстати, такие коржи можно выпекать и в духовке. Но на сковороде получается быстрее и очень удобно. Из обрезков у меня получился еще один полноценный корж и небольшой на посыпку. Вы же ориентируйтесь на размер вашей сковороды и на толщину раскатки коржей. Горячие коржи довольно мягкие, а после остывания становятся немного хрустящими, слегка слоистыми, с нежной песочной текстурой. А теперь приготовим крем. Берем 150 граммов очень мягкого сливочного масла и хорошо взбиваем до пышности и посветления. Масло обязательно должно быть мягким, тогда оно будет легко взбиваться и получится воздушным. Но оно не должно быть растопленным или слишком жидким. Масло взбилось. Постепенно небольшими порциями добавляем примерно 3/4 банки сгущенного молока комнатной температуры. Это около 280-300 граммов. И продолжаем взбивать крем до однородности. Можно добавить пару капель ароматизатора рома. Аромат получится просто невероятный. Не забываем периодически собирать крем со стенок миски, чтобы все хорошо взбилось и масса получилась однородной. Вот такой у нас получается очень вкусный, воздушный, быстрый крем с карамельным вкусом. Собираем торт. На тарелку наносим немного крема, чтобы первый корж не скользил.
Дальше корж. И сразу щедро покрываем его кремом. Распределяем крем равномерно, особенно по краям, и так собираем весь торт. Я еще добавлю между слоями немного измельченных орехов. Они дают приятный хруст и очень хорошо сочетаются с этим кремом и коржами. Но это уже по желанию. Вообще крем здесь можно использовать любой. Если хотите более мягкий, хорошо пропитанный торт, берите сметанный или заварной крем. А если любите песочные торты, тогда этот масляный крем подходит идеально. И вот уже почти финал. Выкладываем последний корж. Верх и бока тоже хорошо промазываем кремом. И украшаем крошкой из обрезков или измельченными орехами, как вам больше нравится. Сверху я украсила торт разводами из вареного сгущенного молока. Берем 1-2 столовые ложки, помещаем в пакет, надрезаем небольшой уголок и просто рисуем сверху любые узоры. Далее дадим торту настояться. Масляный крем не делает торт мокрым, он делает его песочным, плотным, слоистым и очень вкусным. Друзья, пишите в комментариях, откуда вы меня смотрите. Мне всегда очень интересно это читать. Ну а в итоге у нас получился очень вкусный, уютный, ароматный домашний торт. За 20-30 минут до подачи лучше достать торт из холодильника, чтобы крем слегка отпустил. По вкусу этот торт получается чем-то средним между Наполеоном и киевским тортом, с легкой слоистостью и насыщенным кремовым вкусом, но при этом более простой, быстрый, а главное без духовки. В миску поместим 2 яйца среднего размера и добавим к ним 1 стакан сахара. Количество сахара можете регулировать на свой вкус, я добавляю меньше, полстакана для меня достаточно. Перемешиваем яйца с сахаром венчиком до однородности, взбивать не нужно. Далее добавляем 1 стакан сметаны 20% жирности и перемешиваем. Лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Так сахар быстрее растворится. Кто хочет более точный рецепт в граммах, его вы найдете в описании под видео. Когда все соединилось, добавим 1 стакан муки. Также добавим 1 чайную ложку с небольшой горкой разрыхлителя. Кто хочет, может добавить пищевую соду, ее понадобится в 2 раза меньше. Но разрыхлитель проще и надежнее, он уже сбалансирован. Готовое тесто выливаем в форму диаметром 18-20 см, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 30-35 минут. Пока тесто выпекается, приготовим крем. Берем 1 стакан сметаны 20% жирности и 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Добавляем немного ванили по вкусу и перемешиваем ложкой до однородности. Крем готов, корж тоже испекся. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Аккуратно пройдемся ножом по краям формы. Переворачиваем бисквит на решетку и снимаем бумагу. Разрезаем его на 2 равные части. Собираем торт.
На нижний корж выкладываем часть крема и разравниваем. Накрываю торт верхним коржом и покрываю оставшимся кремом верх торта. Из растопленного молочного шоколада я сделала разводы. Вот такой простой и такой красивый торт получился. Разрезаю его сразу, он очень мягкий. Вот такой простой домашний сметанник у нас получился.